Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Воздух над долиной не просто дрожал, он плавился. В это лето засуха пришла раньше срока, превратив некогда сочную траву в ломкую солому цвета жженого сахара. Казалось, само время замедлилось, придавленное весом беспощадного солнца. Птицы замолкли, и даже кузнечики прекратили свою бесконечную трескотню. Внедорожник спасателей медленно пробирался сквозь марево. Артем, ветеринар с 10-летним стажем, вытирал пот со лба, всматриваясь в горизонт. Его напарник, Марк, резко нажал на тормоза. «Слышал?» — шепотом спросил он. Сначала была тишина, а затем тишину прорезал звук, который невозможно спутать ни с чем другим. Тонкий надрывный писк, больше похожий на плач ребенка, чем на рык хищника. Это был крик о помощи. Они увидели его не сразу. Маленький комок шерсти лежал в тени иссохшего кустарника. Львенок. Совсем крошечный, он тяжело дышал, а его бока впали. Вокруг него кружились мухи, чувствуя близость смерти. «Осторожно!» — скомандовал Артем, выходя из машины. Он напуган. Если у него остались силы, он может вцепиться. Но, судя по виду, сил у него нет. Они приближались шаг за шагом, стараясь не производить лишнего шума. Артем нес в руках специальную переноску, а Марк держал наготове плотное одеяло. Малыш попытался поднять голову, издал слабый шипящий звук, но тут же бессильно уронил морду на сухую землю. Его глаза, затянутые мутной пленкой болезни, смотрели в пустоту. «Спокойно, парень, мы свои», — тихо приговаривал Марк. Они действовали как единый механизм. Одно точное движение, и львенок оказался внутри переноски, выстланной мягкой тканью. В этот момент тень, огромная и тяжелая, накрыла их. Из-за скал вышла она. Большая кошка, чья шерсть казалась серой от пыли дорог. Мать. Львица выглядела изможденной. Ее ребра выпирали, а походка была тяжелой, словно она прошла сотни километров без отдыха и воды. Но, несмотря на слабость, в ее глазах горел первобытный огонь. Она зарычала, негромко, но так, что вибрация прошла по костям спасателей. «Назад, медленно к машине», — прошептал Артем, не сводя глаз с хищницы. Она не нападала. Она просто стояла, преграждая путь, защищая то, что уже почти потеряла. В ее взгляде читалась не ярость, а глубокая, почти человеческая печаль. Она видела, как люди забирают ее дитя, и ее материнский инстинкт вопил о несправедливости мира. «Она понимает, что он умирает», — сказал Марк, закрывая дверцу багажника. «Она прощается». Львица сделала несколько шагов вслед за удаляющимся автомобилем, а затем остановилась. Она долго смотрела им вслед, пока пыль из-под колес не скрыла ее из виду. Она осталась одна в этой раскаленной пустыне, доверив самое дорогое тем, кого должна была считать врагами. В ветеринарной клинике «Саванна-центр» в этот день не было обеденного перерыва. Как только внедорожник влетел во двор, команда врачей уже ждала на крыльце. Львенка, которого назвали Лео, немедленно перенесли в операционную. Зрелище было тяжелым даже для опытных врачей. «Кислород! Быстро!» — командовал Артем. «Уровень падает. Сатурация 70%. В тишине клиники раздавалось лишь ритмичное пиканье мониторов. Тонкие пальцы медсестры ловко установили катетер в переднюю лапу. Прозрачная жидкость из капельницы начала медленно поступать в обезвоженный организм. У него глубокая рана на бедре, началось заражение, констатировал хирург, аккуратно срезая слипшуюся шерсть. Видимо, напоролся на острый сук или
попал в зубы другому хищнику. Рану промывали долго и тщательно. Каждая секунда была на счету. Лео лежал неподвижно, его маленькое сердце билось неровно. Но профессионализм врачей и воля к жизни сделали свое дело. К вечеру состояние стабилизировалось. Дыхание стало ровным, а на мониторе выстроилась четкая, уверенная синусоида пульса. Артем сидел рядом с клеткой до самого рассвета, следя за каждой каплей в системе. «Ты справишься, малыш? Твоя мама ждет тебя?» Прошло несколько недель. Лео окреп, начал проявлять характер и даже пытался охотиться за тапочками Артема. Но все понимали, его дом не здесь. Пришло время возвращения. Место встречи было выбрано не случайно. Огромный вековой дуб на окраине заповедника. Это было единственное дерево в округе, дающее густую тень, и именно здесь львицу видели в последний раз. Когда клетку открыли, львенок не сразу решился выйти. Он принюхивался к горячему воздуху, который теперь казался ему родным. И вдруг он замер. Из зарослей высокой травы донеслось знакомое фырканье. Это было похоже на замедленную съемку. Львица вышла на открытое пространство. Она выглядела намного лучше. Охота в этой части долины была удачной. Лео издал короткий звук и со всех ног бросился к матери. Радость была искренней. Львица лизала его голову, прижимая к себе огромной лапой, словно боялась, что он снова исчезнет. Она не рычала на людей. Она посмотрела в сторону Артема и Марка. Долгий пронзительный взгляд. В нем не было подобострастия, только признание равенства. Помощь пришла вовремя. Жизнь продолжалась. Вечером того же дня, сидя у костра на базе, спасатели вспоминали детали этой операции. «А помнишь, как мы его нашли?» — улыбнулся Марк. «Под тем самым дубом. Я тогда подумал, боже, он же совсем крошечный. Как он вообще выжил в такую жару? Я до последнего не верил своим глазам, когда увидел львицу», — отозвался Артем. «Она ведь могла разорвать нас в клочья, но она выбрала доверие. Это была встреча старых друзей, понимаешь? Мы ведь все здесь часть одного целого. Они говорили о том, как важно вовремя протянуть руку или лапу помощи, о том, что в дикой природе нет зла, есть только борьба за существование, в которой иногда случаются исключения. Эта история оставила в их душах теплый след, смешанный с легкой ностальгией по тем моментам, когда грань между человеком и зверем стирается. На следующее утро спасатели должны были уезжать на другой участок. Перед отъездом Артем еще раз взглянул в бинокль в сторону старого дуба. Там, на горизонте, две тени, большая и маленькая, медленно уходили вглубь саванны. Львенок бодро семенил рядом с матерью, иногда подпрыгивая и пытаясь поймать ее хвост. Это было прощание. Тихое, немного грустное, как закат в прерии. Но в сердце каждого из тех, кто участвовал в спасении, было спокойствие. Они знали, все сложилось правильно. Малыш вернулся в свой мир, а они остались в своем, чтобы завтра снова прийти на помощь тем, кто не может попросить о ней словами. Пока Лео находился в клинике, его выздоровление стало для персонала чем-то большим, чем просто очередной врачебный кейс. В стерильных боксах, где обычно пахло антисептиком и страхом, поселилось хрупкое ожидание чуда. Артем часами изучал снимки МРТ и показатели крови. Оказалось, что помимо раны на бедре у львенка была сильная интоксикация. Вероятно, он пытался жевать ядовитые корни от отчаяния и жажды. Каждый вечер к боксу приходила молодая ассистентка Лиза.
Она приносила специальную питательную смесь, обогащенную протеинами и витаминами. «Ну же, маленький принц», — шептала она, когда Лео отказывался от еды, «твоя корона еще ждет тебя в прерии». Когда на 5-й день он впервые зарычал на шприц с лекарством, в ординаторской раздались аплодисменты. Этот слабый хриплый звук был лучшим доказательством того, что жизнь побеждает. Артем заметил, как у Ульвенка меняется взгляд. Из мутного и отсутствующего он становился золотистым, острым, полным врожденного любопытства. Чего спасатели не знали, так это того, что львица все это время не уходила далеко. Местные рейнджеры докладывали, что видели одинокую самку, которая каждую ночь выходила к границе заповедника, ближайшей к ветеринарному пункту. Она сидела на холме, словно живое изваяние из гранита, и смотрела на огни человеческого жилья. Она не охотилась на скот, не проявляла агрессии к патрульным машинам. Она просто ждала. Ее материнский инстинкт был подобен невидимой нити, натянутой между ее сердцем и капельницей в лапе сына. Артем, узнав об этом, почувствовал огромную ответственность. «Мы не просто лечим животное», — сказал он Марку. «Мы возвращаем долг природе. Она доверилась нам, когда у нее не осталось выбора». День выпуска требовал ювелирной точности. Нужно было выбрать момент, когда жара спадет, но солнце еще будет достаточно высоко, чтобы львица могла легко найти детеныша. Лео к этому времени уже весил на 5 килограммов больше. Его шерсть заблестела, а рана затянулась аккуратным розовым шрамом, который со временем скроется под густым мехом. «Марк, проверь рацию и запас транквилизаторов», — распорядился Артем, загружая переноску в кузов. «Мы не знаем, как она отреагирует на машину. Она может решить, что мы снова хотим причинить ему боль». Они упаковали в машину контейнеры с водой и свежим мясом. Прощальный ужин для Лео, чтобы у него были силы на первые часы в дикой природе. Когда двигатель взревел, львенок в клетке издал короткий, уверенный рык. Он чувствовал запах ветра, он чувствовал запах дома. Когда они прибыли к старому дубу, воздух был пропитан ароматом сухой земли и дикого шалфея. Марк медленно опустил задний борт внедорожника. «Смотри», — прошептал он, указывая на густые заросли акации в 100 метрах от них. Там стояла она. За время разлуки львица похудела еще сильнее, но ее поза выражала невероятную силу. Она узнала звук мотора. Она узнала запах своего ребенка. Артем открыл задвижку переноски. Лео выскочил пулей. Он пробежал несколько метров, остановился, оглянулся на людей, короткое мгновение, в котором смешались страх и узнавание, и припустил к матери. Когда они столкнулись, львица чуть не сбила его с ног мощным ударом головы, выражая свою нежность. Она обнюхивала его каждый сантиметр, уделяя особое внимание тому месту на бедре, где раньше была рана. Люди стояли у машины, не смея пошевелиться. В этот момент не было врачей, спасателей или хищников. Была только чистота восстановленного порядка вещей. «Знаешь», — нарушил тишину Марк, когда львы начали медленно отходить в сторону каньона. «Я ведь здесь вырос. Мой дед рассказывал, что под этим дубом когда-то отдыхали еще те львы, чьи имена стали легендами. Найти его здесь было как знак». Артем кивнул. Он понимал, о чем говорит напарник. В этой бесконечной круговерти жизни и смерти их маленькая победа казалась песчинкой, но именно из таких песчинок строится мир. Они еще долго стояли, глядя, как две золотистые точки растворяются в лучах заходящего солнца.
Вечер принес долгожданную прохладу. Ветер зашумел в листве старого дуба, словно одобряя все, что произошло под его кроной. «Ну что, доктор?» — Марк хлопнул Артема по плечу. «Едем домой? Завтра у нас по плану вакцинация слонят в северном секторе». «Едем», — улыбнулся Артем, последний раз взглянув в бинокль. «Завтра будет новый день.